Всем привет, с вами Виктория Ню. В этом видео мы будем делать с вами гелевые стемпинг-слайдеры различными способами, как с подложкой, так и без подложки. К тому же попытаемся разобраться, почему у многих не получается сделать вот какие-то такие вот гелевые слайдеры. Также в этом видео я поделюсь с вами несколькими вариантами создания шаблонов для пластин для стемпинга. То есть один из вариантов будет очень бюджетный. Если вам интересно, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Начать я хочу с конца, для того, чтобы вы посмотрели, что мы в итоге получаем. Тут у меня альбом, в котором я разместила различные гелевые слайдеры. То есть это все было сделано при помощи стемпинг-пластин. Какие-то цветные слайдеры, какие-то просто отпечатанные. Тем не менее, все они именно гелевые, поэтому хранятся они очень долго, и использовать их можно по мере необходимости. То есть для чего я показываю это в начале? Для того, чтобы вы посмотрели, нужно вообще вам это или нет. И если вы понимаете, что это не ваша тема, то смело закрывайте видео и не тратьте свое время. Лично, на мой взгляд, такой альбомчик очень заинтересует клиентов, которые могут сидеть, рассматривать, прикладывать к ноготку тот или иной рисунок, рассматривать его внимательно. Мало того, слайдер можно в любой момент примерить на ноготок, посмотреть, как он будет смотреться. Ну, если что-то не понравилось, то можно просто его обратно убрать и пускай себе дальше хранится. Ну а так как эти слайдеры были сделаны при помощи стемпинг-пластин, соответственно, вы в любой момент можете дополнить коллекцию именно теми рисунками, которые у вас закончились. По сравнению с покупными слайдерами, тут вы сами решаете, какого цвета у вас будут матрешки, цветочки, листочки. И так как эти слайдеры были раскрашены именно гель-лаками, то есть вот абсолютно любой гель-лак, который есть в вашей коллекции, подойдет для раскрашивания. Думаю, вам знакома такая ситуация. Вы купили набор слайдеров, самые ходовые рисунки разобрали, а вот остатки остались, и они, собственно, так и хранятся, потому что выбросить их, собственно, жалко. Так вот, тут вы сами решаете, какие слайдеры вам, скажем так, сделать еще, а какие больше не делать. Первый способ, самый древний, мы его очень давно уже используем, для этого нам понадобится силиконовый коврик. При этом силиконовый коврик мы используем, у него две стороны. Одна сторона глянцевая, другая сторона матовая. Нам нужна именно такая более матовая сторона, потому что на ней мы сможем отпечатать рисунки и, собственно, раскрашивать гель-лаками нам тоже будет удобнее раскрашивать именно на матовой поверхности. Я подготовила сразу несколько пластин и просто себе уже так вот наметила рисунки, из которых мне хотелось бы сделать гелевые слайдеры. Тут я просто отпечатываю рисунки, сначала переношу рисунок на штамп, затем со штампа на силиконовый коврик. При этом отпечатывать рисунки вы можете абсолютно разным лаком для стемпинга. Ну, то есть я непосредственно сейчас использую черный, но это не обязательно. То есть вы можете и белый, и красный, какой угодно. То есть тот, который вам нужен. При этом какие-то рисунки я отпечатываю по нескольку раз, потому что считаю, что они будут более востребованными. Но это опять-таки все на ваше усмотрение. И вот когда все рисунки уже на силиконовом коврике, можно раскрашивать. При этом я раскрашиваю сначала вот все, что нужно, например, телесным цветом, потом все элементы, которые у меня будут зеленым либо красным. И каждый раз буквально по пару секунд фиксирую раскрашенные рисунки фонариком. Это не для того, чтобы, потому что я боюсь, что они там скатаются или еще что-то. Нет, это делается чисто для того, чтобы, как-то случайно не задеть и не смазать, да, вот этот вот гель-лак. Для раскрашивания подойдут абсолютно любые гель-лаки. Я использую гель-лаки от компании Beauty Lux. Это очень пигментированные гели-лайнеры. После того, как я раскрасила все рисунки, я отправляю вот этот силиконовый коврик в лампу для полной полимеризации.
Вот, собственно, все рисунки раскрашены, но поднять мы их сейчас, сможем только частично, потому что тут в рисунках есть такие элементы, которые у нас были просто отпечатаны. То есть они останутся на коврике, если мы начнем поднимать весь рисунок. И тут нам понадобится жидкий топ. Я использую опять-таки от Beauty топ без липкого слоя. Он очень жидкий, абсолютно не вязкий и ложится тонким слоем. На силиконовом коврике он немного скатывается, но не так быстро, то есть можно успеть зафиксировать эту подложку фонариком. При этом старайтесь не выкладывать топ каким-то толстым слоем, потому что чем толще слой, тем дубовей получается слайдер. И этот способ подходит для создания большого количества гелевых слайдеров за раз. При этом этот способ лучше использовать именно для вот каких-то таких вот цветных рисунков, то есть тех рисунков, которые вы хотите раскрасить. То есть по итогу вы получаете цветной слайдер, гелевый, да, который будет очень долго храниться. Вот, собственно, сейчас я с силиконового коврика все эти слайдеры уже переношу, скажем так, вот в такую, это такая, знаете, пленка для ламинирования, но вот у меня это просто чисто для того, чтобы была прозрачная основа, и клиентам было удобнее выбирать, смотреть, подбирать к ноготку вот эти вот самые слайдеры. На создание всех этих слайдеров у меня ушло примерно минут 20, поэтому если у вас есть свободное время и вам хочется заняться чем-то таким вот творческим, то почему нет? Сделав такие гелевые стемпинг-слайдеры заранее, про запас, вы заметно сократите время на создание дизайна непосредственно на клиенте. Да и думаю, что клиенты от такого альбомчика останутся в полном восторге. Им захочется все сразу и на все 10 ногтей. Гелевые слайдеры можно делать также и на штампе, но для этого возьмите штамп, уже с такой вот старенькой какой-нибудь забавленной подушечкой. Тут нам прозрачность абсолютно не нужна, потому что мы же не собираемся сразу прям слайдер переносить на ноготок, поэтому можно взять и такой вот мутный штампик. Отпечатываю рисунок обычным лаком для стемпинга и раскрашиваю этот рисунок уже белым гель-лаком. Гель-лак на непрозрачном штампике особо не скатывается. Да, он скатывается, но не так быстро. Собственно, тут хватает времени для того, чтобы прихватить гель-лак при помощи вот маленького фонарика. Ну и после того, как мы полностью заполимеризовали рисунок, то есть можно уже перекрыть топом. Тут тоже топ, он тоже скатывается, но опять-таки фонарик в помощь, прихватили, немножко подержали и затем уже в лампу на полную полимеризацию. И этот способ, как вы сами видите, также много времени не занимает, но его можно рассматривать, если вам, например, нужно изготовить один либо два слайдера. Если таким образом готовить, например, там 10 или 20 слайдеров, то это намного дольше, нежели взять силиконовый коврик. Гелевые стемпинг-слайдеры можно делать и без подложки. Вот как раз третий вариант, как раз именно такой. Но для этого нам нужны именно однофазные гель-лаки. В данном случае я также использую вот эти вот пигментированные гель-лаки, лайнеры от компании Beauty. На пластину я нанесла пигментированный гель-лак и теперь скрапером просто распределяю его таким образом, чтобы гель-лак полностью заполнил всю гравировку. Теперь при помощи ватного диска и ацетоносодержащей жидкости я, скажем так, удаляю гель-лак с тех мест, где он мне не нужен, то есть с тех рисунков, которые мне не нужны. После полимеризации при помощи ватного диска и ацетоносодержащей жидкости я убираю с пластины ненужные разводы. И вот теперь уже гель-лак остается, заполимеризованный гель-лак остается только в гравировке. При помощи пинцета я снимаю уже готовые слайдеры с самой пластины.
Этот способ более подробно я рассказываю в одном из своих видео. Если вам этот способ интересен, пожалуйста, посмотрите. Там вот прям поэтапно, каждый момент подробно показываю и рассказываю. Третий способ подходит только для полых рисунков. Вот, собственно, именно поэтому я их тут и делала, да, сердечки, там какие-то ромбики, звездочки. Также этим же способом, но только с небольшим добавлением, можно сделать и не полые рисунки. Тут вот на пластину я опять-таки наношу пигментированный гель-лак. Это лайнеры от компании Beauty Скрапером распределяю этот гель-лак таким образом, чтобы он заполнил все необходимые мне рисунки. Ватным диском и ацетоносодержащей жидкостью я удаляю гель-лак с тех рисунков, которые мне не нужны. Ну, тут на пластине именно надписи, поэтому, ну, я их так называю рисунками, да, ну, в данном случае именно надписи. После полимеризации опять-таки ватный диск, ацетоносодержащая жидкость, и я удаляю с пластины вот эти вот ненужные разводы, которые остались после скребка. Теперь у нас гель-лак заполимеризованный остался только в гравировке. Ну и для того, чтобы поднять все эти надписи, мне понадобится топ. И вот тут уже топ такой я беру погуще. Это латекс топ от компании AS Art Studio. Он очень вязкий и очень густой. Если в этой технике использовать жидкий топ, то он ляжет очень тонким слоем и рисунок будет поднять сложно. Поэтому тут я использую такой вот более густой и вязкий топ. Слой должен быть не тонкий, но и не толстый. Помните, тонкий слой поднять сложно, толстый слой будет, ну, такой слайдер будет дубовый. Жду немножко, пока топ, ну, так, немного выровняется, полимеризую. И вот теперь можно поднять вот этот вот слайдер с пластины. Я это делаю при помощи скотча. Можно, конечно, пинцетом поддеть уголок и потом уже снять вот этот слайдер с пластины, но многие боятся покорябать пластину. Но поверьте мне, пока я вот дошла до этого способа, я столько раз этого вот все перепробовала, столько раз тестировала, что-то экспериментировала. И я не знаю, там, да, было такое, что я и корябала пластины, но поверьте, ни одна из пластин при этом у меня не пострадала. Да, на некоторых пластинах есть такие царапины от острого пинцета, но тем не менее пластины работают и рисунки отлично отпечатываются. Ну вот, собственно, вот такой вот большой слайдер с надписями у меня получился. При этом, вот, например, если мне вдруг понадобится какая-то надпись, ее можно спокойно вырезать. Конечно же, не обязательно отпечатывать прям вот так вот полпластины. Можно отпечатать именно те надписи, которые вам нужны. И вот тут я также показываю, что вот скотчем буквально на краюшке вот там приклеиваю скотч, отделяю слайдер от пластины, а затем уже осторожно, аккуратно отделяю слайдер от скотча. Тут главное не торопиться. Слайдеры замечательно от скотча отклеиваются. Ну, главное, не как-то там вот резких движений там особо не делать, чтобы слайдер не порвался, потому что они получаются, ну, довольно тонкими. Надписи, на мой взгляд, всегда будут в тренде, и тут вы сами решаете, каким цветом делать эти надписи. Черным, белым, красным, зеленым. То есть вот какого цвета нужна вам надпись, такую вы можете и сделать. И вот тут вы сами видите, что каждая надпись, пускай даже самая мелкая, просто идеально отпечатана, так как в этой именно технике мы не отпечатываем рисунок на штамп, потом сам штампа куда-то. То есть тут главное, чтобы вот гравировка полностью была заполнена гель-лаком. Если гравировка полностью заполнена, то, соответственно, каждая буковка идеально получается, ну вот, идеальная. Также в этой технике можно делать и цветные слайдеры, то есть даже надписи вы можете сделать там в градиенте, то есть вот именно так, как вам хочется. То есть в первом случае мы раскрашивали стемпинг рисунки, а в этом варианте можно делать сразу цветные стемпинг рисунки.
Третьим способом вы можете сделать огромный слайдер прям вот сразу с целой пластины. Ну, при условии, если вам на пластине нравятся все рисунки. Единственное, помните, что для этого способа цветной гель-лак должен быть однофазным, либо это может быть однофазная гель-краска. То есть обычные гель-лаки, которые после полимеризации, у которых после полимеризации на поверхности образуется липкий слой, не подойдут для этой техники. Вы просто не сможете поднять таким образом рисунок полностью вот так вот четко, чтобы все рисунки отлично поднялись. На этом этапе вот этот большой готовый слайдер можно заламинировать, и вот у вас получится шаблон для пластины. Мне шаблон для этой пластины не нужен, вот мне нужны были именно гелевые слайдеры. Вот сейчас вы сами видите, этот слайдер можно вот как угодно там вот деформировать, потом разложить, и он будет абсолютно, все с ним будет хорошо, его можно использовать. Такой большой слайдер можно просто разместить между двумя пленочками, и он будет долго там храниться, и при необходимости можно будет достать, вырезать какой-то фрагмент и использовать. По поводу шаблонов для пластин. Для всех своих пластин делать шаблоны, это, знаете, я посчитала затратно и очень трудоемко. Но вот у меня есть такие пластиковые пластины, они вот такие вот полупрозрачные, и на них, ну вот, рисунок очень плохо видно, а точнее видно только под определенным углом. Вот именно для своих пластиковых пластин я решила сделать эти шаблоны для того, чтобы мне было просто удобней смотреть, рассматривать рисунки, которые есть на этих пластинах. Тут я использую абсолютно обычный гель-лак. Просто моя жаба пожалела пигментированный черный гель-лак, поэтому я взяла самый что ни на есть обычный дешевый черный гель-лак. После того, как я скрапером распределила гель-лак именно таким образом, чтобы вот везде вся гравировка была им заполнена, я полимеризую гель-лак вот на пластине в лампе 48 Вт. После полимеризации ватным диском, ацетоносодержащей жидкостью избавляюсь от разводов. И вот теперь вы вот тоже сами видите, что гель-лак заполимеризованный остался именно в гравировке. Ну вот там по бокам еще там где-то, но это легко убрать. Тут моя жаба подсказала мне использовать более бюджетный топ. Я взяла жидкий топ от Beauty Lux и вот просто распределяю по всей поверхности пластины. На пластиковых пластинах вот этот слой топа может быть очень-очень тонким. Главное, чтобы была покрыта вся поверхность. То есть даже тонкий слой можно будет поднять с пластиковой пластины. Повторюсь, на металлических пластинах вот этот слой топа должен быть все-таки потолще. То есть, как вы сами видите, третий способ работает и на пластиковых пластинах. Только на пластиковых пластинах мы можем использовать уже обычный гель-лак, не обязательно однофазный, и самый что ни на есть бюджетный жидкий топ. Готовый слайдер я приклеиваю на обратную сторону пластиковой пластины. И вот теперь, взяв в руки эту самую пластину, мне отлично видно, какие рисунки на ней представлены. Вот так вот быстро и просто я для всех своих пластиковых пластин сделала такие шаблоны. И даже большие пластины, вот тоже пластиковые у меня есть, это также у меня не заняло много времени. Обещала показать вам бюджетный способ создания шаблонов для пластин. Покажу вам два способа. Первый способ при помощи гель-лака. Тут используется опять-таки однофазный гель-лак, потому что обычный гель-лак не поднимется с пластины для стемпинга. Нанесла гель-лак на пластину и скрапером распределяю таким образом, чтобы гель-лак полностью заполнил всю гравировку на пластине. После полной полимеризации ватным диском ацетоносодержащей жидкостью убираю разводы с пластины. И теперь мне понадобится скотч. Единственный момент, скотч нужно взять широкий. Обычный скотч полностью пластину не перекроет, а вот
скотч широкий, он полностью перекроет пластину, и там еще останутся зазоры. Это не страшно. И тут еще тоже очень многое зависит от вашего скотча. Скотч лучше брать ну, такой хорошей марки, чтобы он был довольно липким. Я старалась, конечно, как можно ровнее этот скотч приклеить. Ну вот как получилось, так получилось. Да-да, отпечатывать рисунки с пластины мы будем именно на скотч. И тут нам нужно немножко вот так вот пройтись пальчиком, рукой. Ну, мало ли там где-то под скотчем есть воздух, а ведь нам нужно, чтобы полностью весь рисунок поднялся, то есть все рисунки поднялись. Поэтому вот я прохожусь вот так вот рукой, дабы убедиться, что скотч приклеился по всей поверхности пластины. Эту часть видео я не ускоряла, не обрезала, чтобы вы сами видели, как у нас отпечатываются рисунки с пластины на скотч. Ну и вот, собственно, рисунки на скотче, вы сами это видите. Сейчас я просто приклею вот этот вот готовый шаблончик на свой силиконовый коврик, чтобы вы посмотрели. Тут единственное, не забывайте, что с одной стороны у нас пленка, с другой стороны у нас такая вот липкая, да, основа есть. Ну и, соответственно, чтобы с обратной стороны у нас вот этой вот липкой основы не было, что для этого нужно? Я беру опять-таки скотч и вот липкую сторону приклеиваю к липкой стороне. Расход гель-лака минимальный, топ мы вообще не использовали. Одним махом отпечатали все рисунки с пластины. И мало того, все эти рисунки расположены именно так, как они расположены на пластине. То есть, если бы мы, например, отпечатывали каждый рисунок и переносили бы это вот как-то там, ну вот на что-то бы отпечатывали, то все равно у нас там один рисунок выше, другой ниже, а тут вот рисунки четко отпечатаны именно так, как они представлены на пластине для стемпинга. Тут я просто подрезаю, ну, вот этот уже готовый такой вот шаблончик. Ну и, собственно, все, он готов. Конечно же, да, это, ну, скажем так, ну, такой, это, как я говорю, бюджетный, да, вариант. То есть я представила просто бюджетный вариант. Он не выглядит сейчас как-то очень профессионально. Если вы хотите более ему придать профессиональный вид, то этот шаблон можно заламинировать, и он будет абсолютно прозрачным. Вот эти даже заломы там где-то вот скотча, этого абсолютно не будет видно. Ну, то есть, пожалуйста, тут сами смотрите, что вам нужно по функционалу. Данный шаблон вполне рабочий. Если вы хотите что-то сделать более приличное, ну, заламинируйте его, и будет вам, собственно, счастье. Но, опять-таки, это если вы готовы потратиться на бумагу для ламинирования. Для второго бюджетного способа создания шаблона для пластин я беру обычный лак для стемпинга. И тут самое главное взять самый большой штамп, который у вас есть. Собственно, это просто-напросто ускорит процесс создания шаблона. Отпечатала сразу 3 рисунка на штампик. При помощи скотча убираю лишнее и переношу рисунок, вот эти 3 рисунка, опять-таки на скотч. Там неважно, как я там нанесла, перенесла, главное, чтобы рисунок полностью, все рисунки полностью отпечатались на скотче. Как вы сами знаете, на скотч очень хорошо рисунки отпечатываются. Теперь опять липкую сторону к липкой стороне, и у нас получаются, ну, опять-таки, такие вот как заготовки. Каждую отдельную вот такую вот часть подрезаю и, собственно, ну вот таким образом отпечатываю всю пластину. Так как мы используем большой штампик, расход обычного лака для стемпинга заметно уменьшается. На этом этапе вы можете, ну вот эти уже готовые такие шаблоны разместить опять-таки в бумагу для ламинирования и заламинировать все это дело, и у вас получится отличный шаблон для пластины. Но это опять-таки, если вы готовы потратиться на вот эту самую бумагу для ламинирования, а еще и на ламинатор, да, который это дело будет ламинировать.
Лично меня душит жаба, пластин для стемпинга у меня много, и поэтому я пока что, видно, не готова, знаете, к вот этим вот к ламинированию и изготовлению вот этих вот всех шаблонов для пластин, поэтому их можно вот просто-напросто приклеить на скотч, точно так же липкую сторону к липкой, и, собственно, получится вот такой вот бюджетный вариант ну, демонстрационного шаблона пластины для стемпинга. И тут повторюсь, по функционалу это абсолютно то же самое. То есть вы точно так же видите все рисунки, которые есть на пластине, и они на прозрачной подложке, то есть можно приложить к ноготку и посмотреть, как этот рисунок будет смотреться на ноготках. В общем, пусть каждый сам для себя решает, что ему делать, как ему делать, и делать ли ему это вообще. Со своей стороны я всего лишь поделилась идеями, вариантами, в надежде на то, что, может быть, кому-то это и пригодится. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если у вас остались какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Если у вас что-то не получается, пишите, вместе разберемся. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. А я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!